Всем привет, дорогие друзья! Это видео, посвященное обновлению C5 «Клятва крови». Сегодня мы вспомним, какой контент привнесло это обновление и чем оно запомнилось для комьюнити СНГ. Обсудим, какие были предпосылки для некоторых нововведений и почему C5 стало одним из самых недооцененных обновлений. После поражающего своими масштабами обновления C4, которое внесло в мир игры третью профессию, геройство, S-грейд и эпическую бижутерию, Lineage 2 приобрела привычный для большинства знающих ее сейчас вид и активно завоевывала сердца игроков по всему миру. И особенно в СНГ, где из-за появления в сети серверных файлов обновления открывается множество фрешард-серверов, часто запускаемых даже региональными интернет-провайдерами. Тем не менее, в целом для NCSoft ситуация продолжала ухудшаться. Несмотря на множество интересных нововведений предыдущих лет, согласно порталу MMO Data, собиравшему доступную в официальных источниках статистику, в C4 число купленных подписок в мире продолжает снижаться. Эти данные хорошо коррелируют со статистикой открытых и закрытых официальных серверов в разных локализациях, которую я собирал, анализируя официальные сайты NCSoft в разных странах. Стартовый ажиотаж прошел, игра активно теряла подписчиков, а новые с трудом осваивались на существующих серверах, где основная масса игроков уже имела высокие левела, хороший эквип и воевала за эпик и замки, дававшие еще больше преимуществ перед оказавшимися более слабыми игроками и новичками. Извечная проблема MMORPG, связанная с балансом между уделяющими много времени игре топ-игроками и казуалами, в предыдущих обновлениях усугубилась за счет нового контента, доступного только топ-кланам. В то же время основной конкурент World of Warcraft, дающий меньшую зависимость от кланов и проведенного в игре времени, стремительно собирал все новых подписчиков, в том числе и уходящих из Lineage 2. В этих условиях и проходила разработка нового обновления, которое должно было стать последним из Хроник Хаоса. Спустя 7 месяцев после выхода четвертых Хроник, 1 июня 2006 года на корейские сервера было установлено обновление C5 «Клятва крови», а 6 сентября оно появилось и на серверах NC West. Вместе с ним открывается и новый европейский сервер France, очень известный среди русскоязычного комьюнити и ставший 10-м в списке серверов американского подразделения NCSoft. Из-за сочетания многих факторов и обстоятельств, не связанных с самой игрой и ее обновлениями, это время стало золотым веком для комьюнити Lineage 2. Скупые цифры снижающегося числа проданных в мире подписок и сокращение серверов в Азии никак не мешали и даже шли вразрез с бурным ростом комьюнити игры в СНГ. Это было время, когда люди передавали друг другу диски с игрой, обсуждали L2 в школе и универе, активно общались на форумах, собирали сходки и делились игровыми историями. Резко возрастает и количество видеоконтента. В сети постоянно появляются сотни PvP-мувиков, герои которых становятся широко известными за пределами своих серверов. Люди, никогда даже не заходившие на Тион или Франс, следят за роликами ДВП, Даниэля Дефо, Сквиза, Густавса, Артов и других мувимейкеров, знают о Редзерге, Твайлайтах и Russian Mafia. На локальных фришках также кипят свои драмы. Это было время, когда комьюнити L2 было сопоставимым с Warcraft'ом, и если у тебя появлялся компьютер и интернет, то ты просто обязан был сделать выбор между этими двумя играми. Хотя заданную в предыдущих 4 обновлениях планку количества нововведений и было тяжело держать, Клятва крови также смогла удивить своим масштабом. Спустя 2,5 года и 5 обновлений со старта, на карте Ильмарадена наконец были закрыты все белые пятна, и территории гномов и орков были соединены по суше с остальным материком. На территории Руны появляются 3 новые локации, потрясающие своим масштабом и атмосферностью. Для самых хай-левельных персонажей к востоку от Долины Святых был добавлен Монастырь Безмолвия, скрытое в скале многоярусное сооружение, по раннему описанию возведенное жрецами Эйнхасад и противостоящее культу Триоля, распространяющемуся в Руне.
Локация имеет уникальную атмосферу за счет сочетания аскетичности населенных монахами нижних этажей и величественности богатых помещений верхней части монастыря, охраняемых ангелами. В центральной башне монастыря за невидимым мостом хранился Святой Грааль, находящийся под присмотром босса Анаиса, который видел сквозь умение невидимости. Чтобы попасть к нему, нужно было открыть дверь специальным ключом. Из-за недоработок через эту дверь можно было вывести охрану в коридор и спокойно фармить РБ. Как и всегда, NCSoft предпочла не раскрывать всю историю локации и хранившегося там Грааля, что с одной стороны, конечно, добавляло таинственности, а с другой показывало отношение разработчиков и интерес игроков к подобному контенту. В монастыре разработчики реализовали очень интересную механику. Если у вас в руках нет оружия, вы можете вполне свободно разгуливать по всему первому этажу. Но стоит вам взять оружие в руки, монахи начинают агриться и кричать, что вы не должны в этих стенах использовать оружие. Этой особенностью можно было воспользоваться, чтобы собрать огромные парики и подводить их к слитым дестрам. Второй высокоуровневой локацией обновления стал языческий храм, находившийся под городом Руна и служивший местом поклонения некоторых дворян королю демонов Триолю. Сам факт расположения под городом, величественная, но давящая архитектура и доступ через квест делают локацию очень таинственной. Третьей локацией Руны стало добавленное к востоку от болота Криков гнездо Стаката, этакий аналог муравейника, только с мобами 72+ уровня. В глубине локации обитала пожилая королева Стаката Шиит. На карте игры появляется город Шутгард с окрестными землями. Сам город в некоторой степени уже выглядел халтурно, поскольку в отличие от всех предыдущих добавляемых поселений, не имел уникальной архитектуры и выглядел как Годдард, только припорошенный снегом. Вместе с Шутгартом в игре появилось сразу 6 новых локаций в его окрестностях. Предназначены они были для игроков от 20 до 50+ уровней. В целом, это в какой-то степени даже соответствовало первоначальным планам, от которых отказались еще в прелюде, решив отправить гномов и орков качаться с остальными расами на материке ради социальной составляющей игры, а не делать на севере низкоуровневые зоны. Склепы Позора – место, где хоронили вождей орков-предателей, изгнанных с плато Бессмертия. На момент C5 20-30 уровни уже пробегались довольно быстро, да и альтернатив было предостаточно, поэтому в память игроков она особо не врезалась. Хотя внешний вид гробниц и орочий колорит смотрелись довольно интересно, особенно учитывая однообразие других связанных с орками локаций. Не большую популярность получила и локация «Разграбленные равнины» с мобами 30-40 уровней. Однако и тут стоит похвалить разработчиков за то, что даже заснеженные равнины у них получились интересными за счет железнодорожной станции и ведущей в небо железной дороги. Для игроков с 40 по 50 уровни предназначалась новая локация «Логово зла». И лично мне она кажется скучноватой, учитывая, что в игре уже были похожие по построению лагерь орков и заброшенный лагерь, разве что разрушенный храм немного разнообразил ее внешний вид. Однако с точки зрения сюжета было интересно, что история с изгнанным шаманом Фарангой, фигурирующим еще в самых первых орочьих квестах, получила продолжение. Следующие локации были руины Павла и древняя лаборатория, которые уже получили большую популярность для фарма. Это была огромная лаборатория гиганта Павла, меняющая погоду, на момент игры захваченная безумным гением доктором Хаусом, подчинившим себе всех големов в округе. Игроки, запомнившие упоминание города Пабел в диалогах темных эльфов, увидели путаницу, связанную с созвучностью названия Павел и Пабел. Есть вероятность, что по изначальным планам локация действительно должна была быть связана с темными эльфами и городом Пабел, однако к моменту ее введения от темных эльфов там остались лишь палатки, а сама история была полностью переделана. Но разработчики действительно хорошо постарались прописать историю этих локаций и сделали нетипично информативную для L2 цепочку квестов.
Кстати, в одном из последних диалогов там упоминался шпиль Арвитера, что на момент C5 было вообще непонятной отсылкой. Лаборатория Арвитер вместе с островом душ появилась в игре лишь в обновлении Камаэль. Самой высокоуровневой локацией Шутгарта стал ледяной лабиринт для уровней 53-63. Выглядит скучновато, но для фарма локация стала довольно популярной, особенно в самом обновлении C5, где книжки на многие новые умения можно было достать именно тут. Концептуально зона повторяет идею локации из Lineage 1. Там, в этих землях, живет Снежная Королева, ее обитель – знаменитая Кристальная пещера, которая соединена с замерзшим озером. По диалогам Lineage 1, выход из лабиринта смогли найти лишь те, кто смог добраться до озера, но при этом со стороны озера входа в нее еще никогда обнаружено не было. Ровно так реализован ледяной лабиринт в Lineage 2. Тут же проходит интересная цепочка квестов, логическое завершение которой появляется в обновлении Фрея спустя несколько лет после введения самой локации. Пятые хроники делались в условиях большой популярности World of Warcraft, и разработчики не могли не подчерпнуть оттуда некоторые идеи. Так, в игре появляются идущие вразрез с первоначальной концепцией открытого мира рейдовые локации, в которых те, кто фармит РБ, находятся в полной безопасности и не могут быть убиты вражеским кланом. Замок Снежной Королевы с боссом Сирой как раз стал такой зоной. До полноценных инстансов, копирующих локацию для множества не пересекающихся групп, пока еще было далеко, однако первый шаг к этому был сделан. Вход группы осуществлялся через NPC при наличии специальных итемов, а на сам рейд давалось 35 минут. Никаких сложностей, требующих четкого взаимодействия и координации членов группы, подобно рейдам из Вова, конечно, не было. В отличие от рейда на главного РБ обновления Фринтезы, который стал новым эпическим боссом, за которого шла борьба сильнейших кланов. Зона его фарма была изолированной от остальных, поэтому ситуаций с многочасовыми ПВП там не было. Однако сам масштаб, сложность фарма, требующая скоординированных усилий и интересные механики со стадиями, делали такое решение полностью оправданным. Тем более, что зона была одной для всего сервера, а значит, на входе можно было и повоевать, что, конечно, было не на всех серверах, и иногда превращалось в соревнование по тому, кто первый кликнет кнопку «Войти». Фарм Фринтезы давал массу впечатлений и требовал от командного канала четкой координации действий всех 4 или 5 групп. Поначалу Фринтеза был чрезвычайно мощным эпиком, и уже через короткое время после выхода пятых хроник на официальном форуме игры появилось множество тем о том, что новый босс полностью непроходим. Разработчики уже по рабочим хроникам начали править босса. Впоследствии физическая защита и скорость Халиши была понижена, а также уменьшилась частота использования мелодии мазурка и умение левитация. Интересно, что разработчики особо не позаботились раскрыть историю Фринтезы, лишь упомянув, что это был сын Баюма и последний император Эльмарадена. Часть истории была раскрыта в эпик-квестах времен High-Five, а о том, кто же такая Скарлетт Ван Халиша, и вовсе стало известно лишь в постгодовских обновлениях. Причем, смотря на легенду, опубликованную еще до выхода игры, становится понятно, что Фринтезы в сюжете изначально не было, а последним императором считался Баюм. Наряду с новыми локациями и новым эпиком, высокоуровневые игроки получили и другой интересный контент. На осадах были добавлены замок Руна и Шутгард, а в Маноре появились соответствующие итемы. Если Шутгард был не особо примечательным, поскольку в игре уже был подобный замок Годдард, то вот замок столицы Эльмора Руны выглядел впечатляюще. Путь к нему пролегал через мост, возвышающийся над огромным обрывом, что также добавляло эффектности. Архитектурный стиль, хотя и имел много сходств с другими эльморскими замками, все-таки был уникальным, как и подобает столице королевства. На осады Руны была добавлена уникальная механика, связанная с новым РБ Биномом. Лор РБ NCSoft не раскрыли, из титула известно лишь, что он связан с королем демонов Триолем, которому поклоняются дворяне Руны. Бином находится в замке Руны в закрытой комнате, в которую могут попасть только владельцы замка.
Респится он за день до начала осады раз в 2 недели, и зафармить его может только клан, владеющий замком. Если же по каким-то причинам РБ не был зафармлен, то во время осады он появится в тронном зале и начинает выносить всех подряд, невзирая на то, защитники это или нападающие. Тот бином, что стоит в подвале замка, обычный РБ средней сложности, который фармится стандартно, как и любой другой одиночный РБ с кэнселом. А вот тот, что появляется в тронном зале замка во время осады, после того, как сломаны 2 и больше кристаллов, это абсолютно неубиваемый РБ с сильнейшей атакой, вампирик рейджем и ПДФом уровня наитруднейших эпических рейд-боссов. Убить его на осаде было совершенно нереально. На фришках бином обычно был реализован криво, либо не реализован вовсе. В C5, в Руне и Шутгарте появились новые кланхолы, также введено 3 захватываемых кланхола. Загон диких зверей, механика фарма которого похожа на бандитскую крепость. Крепость неупокоенных, с механиками, аналогичными разоренному замку. И дворец радужных источников, с механикой захвата путем победы в мини-игре. В C5 появляется демонический меч Зарич, созданный королем демонов Бремнаном и отправленный в материальный мир, чтобы сеять в нем хаос, увеличивая влияние демона. Теперь с мобов с низким шансом мог выпасть меч один на сервер, который автоматически переводил персонажа в хаотическое состояние. Выкинуть или удалить его было нельзя, как и нельзя было находиться в группе или получать лечение. Зато все это компенсировалось огромной мощью меча, которая увеличивалась по мере убийства других игроков. Зато и все остальные пытались выбить этот меч из игрока, или он исчезал автоматически через определенное время. Механика была очень оригинальной и, по признаниям разработчиков, придумана была, когда они выпивали. Максимальный уровень персонажа в C5 был увеличен с 78 до 80, а также 80 левел добавили сабклассом. Плюс сабклассом можно было сделать 3-ю профессию и стать дворянином. Был введен целый ряд новых хиро-скиллов. Изменены отвечающие за прохождение некоторых дебафов характеристики. Для ядов теперь за прохождение стал отвечать не мэн, а кон, а для абнормальных статусов и некоторых видов магии не вид, а мэн. Внесены изменения в механике работы многих умений. Самым значительным тут стало изменение максимального числа снимаемых кэнселом и скиллом Touch of Death эффектов. Его наконец ограничили 5, при этом резист к кэнселу добавляют во все скиллы Ultimate Defense. Был добавлен целый ряд новых умений. Трибунал для паладина и ТК, правосудие для ДА и ШК, арест у ТК, ШК, БД и СВС, кандалы паладину и ДА, массовые кандалы, изгнать нежить и ангельский образ паладину. Критический удар и скрытность для ТХ, смертельный укол ПВ и АВ, беглый огонь и благословение стрельца Сырку, мертвый глаз и боль стрельца Фееру, дух стрельца всем 3 лучникам, благословение стрельца и 2-й колчан Хавку, фанатик и инфернальный вид Дестру и Тиру, свирепое нападение Варлорду, тотемный дух ястреба Тиранту, предательство всем самонерам, массовый страх, массовое проклятие мрака, призвать проклятую кость Некру, великое могущество, великий щит проповеднику, напев войны и напев земли Варкраеру, транс и основное лечение для Бишопа и Ее. Шторм маны Бишопу, чистоту для ЕЕ, горение маны и изгнание Бишопу, ПП, ШЕ и ЕЕ. Испугать нежить Бишопу и ЕЕ, основное групповое лечение для Бишопа, а также целый ряд других умений. 5-е хроники существенно изменили баланс, сделав более играбельными физические классы и упростив игру в мини-группах и в соло. В игру были введены зелья мгновенного действия, хербы, которые выпадали из мобов в некоторых локациях. В инвентарь их взять нельзя, только применить здесь и сейчас. Зелья стали восстанавливать запас здоровья, маны, а также применяли некоторые эффекты усиления на игрока. Фактически это была замена баффера. К тому же разработчики решили увеличить скорость восстановления здоровья при отдыхе у персонажей ниже 40-го уровня, чем снизили необходимость быстро убивать врага слаженной группой с применением нужных классов на начальных этапах игры.
Фактически, NCSoft в C5 пытаются развернуть намеченную ими же в предыдущих обновлениях тенденцию к все большему навязыванию игроку необходимости объединяться в группы и кланы. Это было как сильной, так и слабой стороной Lineage 2. Все эти массовые сражения на эпиках и осадах, внезапно возникающие дейли PvP пати на спотах, доставались непростой ценой. Чтобы участвовать во всем этом, игроку приходилось постоянно подстраиваться под коллектив, находиться в группах с зачастую не очень приятными ему людьми, заходить в игру по расписанию и страдать всей группой, когда кто-то отсутствует. В C5 разработчики пытаются сделать игру более привлекательной для одиночек, чтобы постепенно подтолкнуть их к социализации, а не запугивать с самого старта. Даже на промо-странице обновления заявлялось об упрощении соло-прокачки. Тем не менее, многие восприняли это как отход от первоначальной хардкорности игры и попытки заигрывания с нецелевой аудиторией. Нововведения были вполне логичными, поскольку новым игрокам нужно было упростить путь прокачки до основной массы сервера, ведь масштабные клановые войны, являющиеся визитной карточкой Lineage 2, без притока новичков были обречены на постепенное естественное угасание. Но новичков и соло-игроков к этому нужно было как-то подтолкнуть, а не ставить сразу перед пугающим выбором: или ты в клане и тогда получаешь весь контент игры, или ты даже качаться не сможешь без окон. И тут NCSoft придумали эффектное социальное нововведение – это Академия. Любой клан, достигший 5 уровня, мог открыть академию, в которой принимались персонажи, не достигшие 40 уровня. И так как средний игровой уровень игроков в проекте, прожившим уже почти 2 года, неуклонно повышался, жизнь новичков все больше облегчалась, что было логичным шагом. Но до чего же красиво это реализовали здесь в социальном аспекте. Академик мог видеть чат клана и приобщиться к тому, что там происходит. При этом ни он, ни клан не имели друг перед другом особых обязательств, поскольку по окончанию академки игрок автоматически исключался, и дальше и клан, и игрок могли принять решение о дальнейшем взаимодействии. При этом академик, выполнив специальный квест, даже получал специальный D-сет брони. Также у членов клана появилась возможность сделать броню Апеллы. В целом, вся клановая система получила в этом дополнении существенное развитие, и это было основным контентом обновления, которое даже носило имя «Клятва крови». Это понятие перекочевало в L2 из Lineage 1, где оно появилось благодаря Манхве. Игрок как бы приносит кровавую клятву лидеру клана. В Lineage 1, чтобы вступить в клан, даже нужно было обязательно находиться лицом к его лидеру. Таким образом, кланы — это не просто гильдии с общими интересами, а люди, преданные лидеру клана, готовые идти за ним до последней капли крови. Именно эта особенность отличала игры проекта Lineage от других ММО, где, как правило, задача гильдии состояла только в удобстве организации людей. В Lineage на первом месте была преданность лидеру и клану, а вопросы организации уходили на второй план. В пятых хрониках разработчики решили сосредоточиться и на организации, при этом сохранив основную особенность кланов. Количество уровней клана было увеличено с 5 до 8, и 3 новых уровня требовали определенного минимального количества людей в клане – 30, 80 и 120 соответственно. Была введена структура клана, разделяющая его на разные группы. Для прокачки новых клановых умений требовались яйца РБ, еще больше поднявшие актуальность клановых рейдов даже для не самых сильных кланов. Прежняя система альянсов была упразднена. Кланы стали более массовыми, а взаимодействие между их членами и внутренняя иерархия стали более удобными. С другой стороны, это повлияло на систему осад, и не всем пришлось по душе. В пятых хрониках также был внесен ряд более мелких изменений. Были добавлены бонусы от заточки сетов на плюс 6, обновлена система подбора группы. Панель быстрого доступа наконец получила расширение до 3 строк, которые стало возможно закреплять. В окне обмена стало видно никнейм и кланы обменивающихся. В C5 был убран дроп с персонажа при смерти от моба.
Для многих это нововведение оказалось спорным, однако стоимость высокоуровневого эквипа с введением S-грейда и эпика в предыдущем обновлении существенно возросла, и их потеря уже была гораздо серьезнее потери предметов в более ранних обновлениях, где не было столь ценных итемов. Страх за потерю эпика и S-грейда мог стать серьезным аргументом для того, чтобы избегать дейли PvP под мобами, да и в целом такая потеря могла стать причиной ухода из игры. А обновление, напротив, было призвано привлекать в игру новых игроков. Еще одним малозаметным нововведением пятых хроник стало увеличение времени сбора добычи с боссов с 15 секунд до 5 минут. Поэтому персонажи или группы, которые не участвовали в битве, не могли более получить какие-либо предметы в течение 5 минут. Причиной этому стала серьезная драма на корейских серверах, неизвестная западному комьюнити. В январе 2006 года на корейском сервере Iron произошел инцидент, который запомнился игрокам как самый известный скам в истории игры. Рейд на Антараса, в котором принимало участие более 280 игроков, подходил к концу, и спустя 5 часов фарма под ликование участников дракон был повержен. Однако их восторг закончился очень быстро. Лидер ЦЦ успел подобрать лишь ожерелье Феникса, пару ашных заточек и 13 бересов. Весь остальной дроп, стоимость которого была впоследствии оценена в примерно 11 тысяч долларов, был собран персонажами с никами Air-Rich и Давай Жить Вместе, которые сразу же скрылись, а предметы выложили на черный рынок. Это было возможно из-за механики рейда, согласно которой дроп мог подобрать абсолютно любой участник, даже не находившийся в командном канале. И пока у всех на экране была кат-сцена, скамеры покинули группу и просто собрали весь дроп. На форумах поднялась волна негодования, а саппорт был засыпан гневными письмами, на которые NCSoft отвечала, что это был обычный игровой момент. Игроки организовывали митинги в игре, требовали наказать злоумышленников и пересмотреть механику рейдов. Критика была настолько суровой, что клан-лидер, в котором находились скамеры, принял решение распустить клан. Сосорис, рейд-лидер и организатор того злополучного похода, несмотря на то, что был невиновен в случившемся и не мог это предотвратить, взял ответственность на себя. Он заявил, что уходит из игры и не вернется, пока не поймает скамеров и не приведет их к ответственности. Все свободное время он посвятил поиску преступников. Обратиться в полицию было не так уж и сложно, но основной проблемой было то, что юридических прецедентов признания реальной стоимости игровых предметов не было, и поэтому даже при поимке законных оснований для привлечения скамеров к ответственности не было. Другой проблемой было то, что никто из юристов не хотел браться за это дело и вообще не понимал природу онлайн-игр. В конце концов, после длительных поисков по всей стране, Сосорис смог за свой счет нанять частного адвоката и спустя год довести дело до суда. Интересно, что наиболее полезным в этом процессе являлось сотрудничество с полицией игрока с ником 100 лет запора, лидера альянса Люди в Белом, которому принадлежал преступник Air-Rich. Благодаря лидеру Альянса удалось найти контактные данные гражданина Кима, который заявил, что аккаунт он купил, но личности продавца не знает и его контакты утеряны. 100 лет запора заподозрил, что эти факты были ложными и потребовал полицию сосредоточиться на проверках IP. В конечном счете, гражданин Ким Мо был идентифицирован как хозяин чара Air-Rich, виновного в скаме дропа с Антараса. Суд за недостаточностью доказательств оправдал Кима по обвинению в хищении, однако признал виновным в распоряжении чужим имуществом и приговорил его к штрафу в 2 миллиона вон. Хищение не было доказано, так как такая возможность была заложена разработчиками. Однако после многочисленных писем в C5 NCSoft все-таки изменила механику подбора дропа. В целом, обновление C5 сумело остановить катастрофическое сокращение числа игроков на официальных серверах Lineage 2 в мире, что видно на диаграмме, где на C5 закрытых серверов было всего 2, после 9 в C4 и 25 в C3. Тем не менее, сама тенденция к падению онлайна сохранялась. В этих условиях NCSoft переходит к активным действиям против пиратов. Аресты владельцев фришардов случались и до этого, но в ноябре 2006 дело дошло до одного из крупнейших приватных серверов в США, L2 Extreme.
На тот момент проект уже насчитывал 4 сервера. В конце 2005 года владелец L2 Extreme всего через несколько месяцев после того, как пообещал закрыть сайт, арендовал более мощные серверы, достаточные, чтобы вместить 4000 игроков единовременно. Он запросил пожертвования от пользователей, чтобы помочь покрыть расходы, и собрал более 25 тысяч долларов менее чем за 2 дня. Проверка подтвердила преступную деятельность владельцев портала. Дело получило большую огласку, поскольку на данной площадке на тот момент было 50 тысяч нелегальных пользователей, а закрытие проекта сопровождалось спецоперацией ФБР. Возможно, это произошло в том числе и из-за наглости владельца, который даже не разместил у себя файлы с игрой, а предлагал скачивать их с официального сайта, что, по мнению NCSoft, принесло 1 миллион убытков, связанных с пропускной способностью канала. В СНГ же фришарды только набирали обороты, привлекая к игре все большее внимание. При этом половина игроков даже не понимала, что где-то существуют официальные сервера. И тут у нас очевидно и возникает искаженное восприятие действительности. Для нашего региона игра вроде бы становилась все популярнее, однако сами разработчики в мировом масштабе видят обратный процесс. Получается, что большую долю в популярность Lineage 2 у нас внесли неофициальные сервера NCWest, для большинства остававшиеся чем-то далеким и элитарным, а множество локальных фришард проектов. Однако разработчики игр, как правило, не соревнуются с пиратами, они конкурируют с другими играми, а пиратов просто пытаются закрыть. И решения о новом контенте принимают, оценивая в первую очередь ситуацию своих серверов и анализ конкурентов, а не популярность фришардов в странах, где игра даже официально не представлена. Очевидно, именно из-за того факта, что многие играли на фришардах, само обновление C5 оказалось очень недооцененным среди игроков. C5 стали последним обновлением со столь масштабными нововведениями, включающими такое большое число новых локаций, пересмотр клановой системы, ребаланс классов и многое другое. Несмотря на множество видео тех лет, интересные нововведения и даже на наличие спорных моментов, пятые хроники почти не запомнились игрокам, они не считаются ни хорошими и ни плохими. В памяти большинства C5 будто бы затерялись между четвертыми хрониками, которые были тогда очень распространены на фришардах из-за наличия слитого PTS сервера, и мега популярным интерлюдом, ставшим последним обновлением, обладающим духом хроник, хотя и относящимся уже к трону хаоса. Многие фришарды C5 пропустили, а игроки Оффа просто забыли на фоне популярности следующего обновления. И если спросить людей, за что они любят и не любят интерлюд, то окажется, что большая часть полюбившихся аспектов появилась именно в C5, а то, с чем пришлось смириться, пришло в самом интерлюде. Тем не менее, впереди игроков ждало самое популярное сейчас обновление. А что вы помните про пятые хроники? С чем согласны, а с чем нет? И стоит ли делать подобные видео о Lineage 2 интерлюд? Надеюсь, вам было интересно столь длинное повествование, а у кого-то даже мелькнула слеза ностальгии. Ностальгии по лучшим временам в истории Lineage 2. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Тут вы сможете найти много роликов об истории, механиках и сюжете игры, а также подкасты с интересными в комьюнити личностями. Также буду рад видеть вас в нашем телеграме. Благодарю всех, кто поддерживает канал лайками, комментариями и донатами. Это является большой мотивацией продолжать делать видео. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих роликах.